Так, ребят, всем привет. Знаю, что мой канал вообще не о финансовой грамотности, не о денежном мышлении в основном, но раз я уже начала говорить с вами на эту тему, да, рассказала вам вообще про мой образ мысли. Вот, прошлый ролик вышел очень большой по финансовому мышлению. Я вам рассказала, как я двигалась в направлении финансового мышления. Ну и мне еще есть что сказать. Я почитала ваши комментарии. В целом очень много ребят написало, что эти ролики вышли очень вовремя, что они для себя очень много подчерпнули из этих роликов, увидели какие-то свои блоки, увидели некоторые моменты, которые им нужно проработать, да, в себе, посмотреть по-новому на тему денег, и для них, некоторые открытия, скажем так, да, на тему денежного мышления произошли. Ну, также были у нас миллиардеры, вот, в комментариях, которые сказали, что, в принципе, ничего такого я не сказала, и, конечно же, очень много воды, видео там и так далее, что там ничего полезного нет. Ну, я за них очень рада, вот, потому что все эти миллиардеры, если у них есть такие бешеные, да, знания вот о том, как все круто и классно с деньгами, то мы за них все вместе порадуемся. Ну а для тех, кто все-таки хочет как-то, и для кого вот эти истины не прописные, и все-таки из моего опыта достаточно такого хорошего в общении с деньгами и в том, что как распределять, да, ресурс. Вот, может кто-то для себя что-то подчерпнуть, и это улучшит его жизнь, то я буду рада. Слушайте это видео до конца, потому что здесь я еще подчеркну такие очень важные моменты про деньги, про мышление о деньгах, да, как к ним относиться, как, я, да, именно свой опыт буду говорить, моего отношения к деньгам и того, что я у себя заметила в голове, как некие финансовые потолки и так далее. Во-первых, ребята, наверное, вот то, что я хочу еще сказать по поводу денег, из того, что я еще не успела сказать в прошлом видео, это то, что у меня всегда, я не знаю, является ли этот момент каким-то важным или нет, но я всегда так относилась к деньгам, у меня была эта привычка, скажем так, и поэтому я расскажу вам о ней, может быть, это будет важно. Ну, то есть у меня никогда не было такого, что я как-то, не знаю, безалаберно относилась к деньгам в плане даже такого, что вот купюры, когда складываешь в кошелек, я всегда их складывала от меньшей купюры к большей и всегда лицевой стороной к себе. Я это делала как бы неосознанно, потому что, я просто человек такой, наверное, тоже. Мне нравится порядок, мне нравится структура порядка, да, какая-то, и я ее поддерживаю не только в где-то там в бытовом каком-то моменте, но и она меня преследует в мыслях в основном, да, то есть я тоже структурирую некий порядок действий, которые я хочу делать, да, вот, порядок целей, то есть когда вот мне надо идти к цели, да, какой-то, я структурирую шаги, да, которые мне нужно сделать для того, чтобы прийти, то есть я структурирую, грубо говоря, шаги, что вот мне нужно для того, чтобы прийти к какой-то цели, мне нужно что? Вот это, вот это, вот это, вот это. Я, в принципе, об этом рассказывала в курсе по намерению, вот, очень хорошо я там рассказывала, каким образом запускается намерение, каким образом нужно начинать делать вот эти шаги для того, чтобы там достичь определенной цели. Вот эта вот структура, и структура, она со мной всегда, то есть я, допустим, там распределяю всегда, то есть там, куда мне так,
все мои планы, да, так, куда мне надо пойти, какие дела мне надо сделать, что мне нужно, ага, вот это, вот это, вот это, и я как бы выстраиваю не то, что свой распорядок дня, я не люблю, знаете, я не отношусь к группе, как вот аутисты там, да, как вот Илон Маск, которым там надо там вот в 6 утра встать, в 7 утра еще что-то, я как креативный творческий человек, я наоборот, я люблю такой немножко творческий беспорядок в том, как я там, во сколько я встану, там, во сколько я там что буду делать. То есть у меня нет какого-то четкого распорядка дня, но при этом у меня всегда есть структура порядка, то есть куда я иду, что мне нужно сделать, да, распределение времени и ресурса. У меня на работе всегда люди удивлялись, каким образом, то есть у меня начальник говорил, я как не зайду в кабинет, ты ничего не делаешь, но при этом у тебя всегда все сделано. То есть я умела так распределять свое время, что я могла, допустим, понимать, ага, вот я сейчас сижу, ничего не делаю, допустим, но мне нужно будет там вот через 10 минут, допустим, закончить там страдать ерундой, и потом вот примерно вот этот объем работы я сделаю там вот за такое-то время, да, то есть это структура. И к деньгам у меня было похожее отношение, то есть, во-первых, как я уже сказала, складывание бумажки к бумажке, а во-вторых, это структурная трата денег, то есть я с одной стороны, да, как я вам рассказала, я себя не ограничивала, то есть я там, если мне чего-то хотелось, я говорила, я могу себе позволить, потому что я этого достойна, да, то есть я могу себе позволить, допустим, что-то там купить, потому что вот я этого хочу, и я хочу это попробовать, да, то есть я тот самый человек, который считает, что хотя бы раз в жизни, но каждый там человек должен там позволить себе попробовать что-то, да, устрицу, допустим, там какую-то, то есть это там что-то там для богатых все, но дело в том, чтобы попробовать и как бы все от жизни получить, да, попробовать вот это, вот это, вот это, то есть максимально как-то испытать новые вкусы, испытать новые впечатления, испытать новые ощущения, то есть в этом есть смысл жизни. Но при этом, когда я подхожу к трате денег, я выстраиваю структуру, то есть я понимаю, ага, мне надо на вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и я примерно понимаю, то есть сколько денег я могу, допустим, потратить, или как я распределю эти деньги для того, чтобы мне вот выделить себе какую-то определенную сумму на эту, ну, грубо говоря, там, устрицу пускай будет, да, то есть я систематически именно вот подхожу к вот этому, то есть и здесь система это не что-то там плохое, это структура, то есть это структурное мышление, да, распределение, то есть когда ты примерно распределяешь финансы, и это опять же некий контроль над своими желаниями, да, с одной стороны, с другой стороны мы рационализируем, то есть вот у меня четко было в отношениях с деньгами такая вещь, то есть я вам говорила, да, что вам надо начинать как бы обращаться к себе и что я хочу, да, а что я на самом деле хочу, а что мне нужно, а к чему у меня вот сейчас вот есть потребность, вот что бы я сейчас хотел съесть или там, а что бы я вот хотел купить или еще что-то там, неважно, да, когда мы подходим, и главный вопрос в этом всем, когда я какую-то покупку совершаю или собираюсь совершить какую-то покупку, у меня всегда встает четкий вопрос, а насколько эта покупка действительно мне нужна, то есть действительно ли я хочу эту вещь, то есть не вопрос того, что ой, мне это не по карману, ой, там, допустим, это такие, как я, там, не могут себе позволить или не покупают вот такое, да, или там, ой, ну это только для богатых, там, или еще что-то, то есть я сверяю все. Дело там не в том, что я на себя начинаю вешать какие-то ярлыки или еще что-то, то есть вот от этих ярлыков вообще надо в целом отойти и их убрать. И, кстати, тоже хотела бы вас попросить поставить лайки этим видео моим,
про денежное мышление, лайки, комментариев написать, ребятки, чтобы как можно больше людей вообще вышло на вот эту информацию, потому что я вам сразу могу сказать, да, что подобная информация обычно вообще там на всяких курсах рассказывается, еще что-то. Я как бы вот просто вам здесь на ютубе об этом рассказываю. И, ну, я знаю, что найдется 1500 людей, которые захотят обесценить эту информацию и сказать, что, ой, блин, там, что там еще за это платить, но знаете, я уже там почитала, да, что оказывается, что только вот что-то там, вещь какую-то, если человек сделал или какой-то продукт, то тогда он типа вот, значит, важен, а остальные паразиты. Я могу сказать, не смотрите паразитов, не трогайте их личный ресурс, не трогайте их выводы, потому что на самом деле самое вот, наверное, то, что действительно в жизни важно, вот здесь вот обесценивание просто интеллектуального труда человека и обесценивание того, что на самом деле бесценно. Бесценны знания. Знания всегда ценились в любые века. То есть почему-то у нас во времена даже там, я не знаю, каких-нибудь античных там времен, да, во времена там всех царей, всех историй, да, времен и так далее, всегда ценились ученые, всегда ценились люди с определенными знаниями, с образованием, да, интеллектуалы и так далее. При этом они, знаете, ничего, кроме знаний из себя, да, из своих уст, из своих рук не выдавали, и при этом они ценились на вес золота, такие мыслители своих времен, как Аристотель, допустим, Геродот там, и так далее, Архимед и прочее, прочее. Ну, я очень рада, что есть люди, которые думают, что это паразиты человечества. Ну, да, бывает, конечно. И вот здесь тоже, ребята, это мышление, которое ограничивает человека в том, что он не видит вообще абсолютно, допустим, ценности в чем-либо, да. Когда человек не видит в чем-либо ценности, он не видит ценности этой в себе тоже. И здесь большие вопросы, да, то есть человек, когда ты допустим, оцениваешь свою работу, свою деятельность, еще что-то, да, здесь нужно подходить к внутреннему моменту обесценивания собственного, да, себя, когда я хочу, чтобы меня ценили, да, именно финансово даже, то есть оценивали мою работу, мое все, то я должен не обесценивать других. И пока я обесцениваю других, обесцениваю я сам себя. Это первое, да. Вот этого всего избегать и перестать у себя в моменте тоже, как сказать, навешивать ярлыки на себя, на других, еще что-то, какая важная работа, какая неважная, что там кого, да, каждый абсолютно важен, неважно, что он делает. Кто-то написал в комментариях, что есть там и дворники, да, и люди там каких-то очень малооплачиваемых профессий, все. И тем не менее, это правильно написали, потому что, ну, как сказать, каждый получает, да, там где-то вот определенные суммы, это понятно, но без этих людей улицы не были бы чистыми, да, без там определенных людей мы бы, ну, не знаю, без тех же самых уборщиц ходили бы просто в грязи, да, по тем же самым там торговым центрам, где-то там по и так далее. То есть это труд, который реально, вот, кстати, и в этом есть еще момент недооцененности. Вот если мы возьмем как раз-таки вот эти темы, да, недооцененности домашнего труда, который человек дома еще сам себе, да, тоже вот это касается и девочек, и мальчиков тоже, то есть как будто вот
вот этот вот бесплатный труд, который ты делаешь дома, неважно, касается он того, что ты там, я не знаю, всю мебель дома собрал, да, мальчики там, или там постоянно там в гараже машину чинишь, что-то там стараешься, там что-то делаешь, да, свой мужской труд какой-то. Также девочки в большинстве своем, кто занимается домашним хозяйством, там моют полы, там убираются и так далее, и тому подобное, гладят, стирают и прочее. Вот этот труд, как будто это что-то не имеющее ценности, да, вот зачастую люди не ценят вот этот момент и не ценят, что, ай, ну это же так, как будто это ничего. Вот тоже уходите от этого, потому что это так или иначе ваш ресурс. А я уже сказала, что ваш весь ресурс, то есть, да, это ваша энергия, которую вы тратите в пространстве, это ваш КПД, и этот весь ресурс, так или иначе, он оценивается в денежном эквиваленте. То есть денежный эквивалент, условно, это я работаю, я много вкалываю, неважно где, да, то есть вкалываю я дома, вкалываю на работе, вкалываю еще где-то, да, я вношу свою какую-то как сказать, свой вклад в семью, там, да, в жизнь, да, все, и вот я за это что-то получаю, да, вот финансы, ну, то есть деньги — это просто инструмент, как я уже сказала, да, инструмент для получения чего-либо, то есть, по сути, деньги приходят как некой такой возможностью взять что-то, да, взамен того, что я трачу свою энергию, там, и так далее, в мир. Вот у меня есть определенный ресурс, грубо говоря, я вот в курсе по намерению я сравнивала деньги с гвоздями и молотком, да, то есть для строительства дома. И деньги — это действительно гвозди и молоток, при помощи которых я могу что-то сделать, да, построить дом, при помощи которых я могу сделать что-то там, я не знаю, что я хочу, там, лодку, там, скамейку и так далее, да, то есть цель будет конечная всегда другая, то есть получение чего-то извне, да, и весь свой труд, который вы в жизни делаете, неважно, да, бесплатный он, платный или так далее, весь труд свой надо уважать. То есть это полностью уважение себя и уважение всего, что вы делаете во внешний мир, да, потому что очень часто бывает такое, особенно я замечала это у девочек, или даже вот парни, которые, допустим, это все сейчас вот тоже о семье, о финансах скажу, что, допустим, там муж больше зарабатывает, да, или жена вообще домохозяйка, и все, и она полностью, как говорит, ну вот он там зарабатывает, он там это, а я чё, я ничего, да, и зачастую, то есть я даже встречала такое, что девочки вообще говорят о том, что у меня ничего нет, я вот чё, я вот тут сижу только с детьми, только вот дом весь содержу, вымываю, там чищу за всеми, все хожу, готовлю все, а чё, у меня ничего своего нет, потому что зарабатывает чисто он, а я вот так вот возьми, а я вообще типа ничто здесь. И это крайне неправильная позиция, потому что, во-первых, в отношениях всегда двое должны быть на равных, да, и каждый вносит свой вклад. И тот вклад, который делает она в этом, он тоже неоценим, потому что вряд ли этот человек смог бы столько зарабатывать, да, если бы она столько не переделывала по дому и так далее, не создавала вот этот быт и прочее, да. Вот. И всегда в любых отношениях работают двое. И то есть ресурс, ну, не зря даже по законодательству, да, все, что заработано в семье, это общее, а не там отдельное. Вот. Если только стороны там по брачному договору не договорились до чего-то другого. То есть вот этот надо момент учитывать, да, и свой ресурс всегда тоже, да, вот как бы уважать. И то же самое касается парней. Некоторые парни, ну, понятное дело, что некоторые, да, кто вот, во-первых, там больше зарабатывает, допустим, супруга там сидит дома или меньше зарабатывает, все, учитывайте момент равенства, то есть, да, и смотрите, что человек, да, вкладывает, и уважайте вот этот момент. Либо бывает такое, знаете, когда там наоборот, что вот парень вкладывает, допустим,
и при этом меньше зарабатывали, или еще по каким-то причинам, да, допустим, там, может быть, жена обесценивает его и говорит, ой, да ты тут ничего не делаешь, там, валяешься на диване и так далее. То есть тоже посмотрите, насколько вы, да, в действительности, то есть если вы чувствуете, допустим, что вы чего-то там не додали, что, допустим, как-то там вы там как-то в семье себя чувствуете, что вот вроде там все что-то делают, а я вот тут какой-то там не такой, да, тоже посмотрите, то есть насколько вы вкладываете, насколько там все, то есть вот здесь по большей степени вот такие неуверенности и прочее, они возникают не на фоне того, что человек действительно там ничего не делает, и ему от этого как-то стыдно. Обычно, знаете, те, кто ничего не делает, ему от этого стыдно не бывает, ему как бы все окей. Вот, а это бывает наоборот на уровне обесценивания самого себя, когда ты вкалываешь, что-то делаешь, что-то как-то там, да, постоянно шуршишь, шебуршишь, и при этом у тебя стойкое ощущение, что я вот как будто ничего не делаю, что я ничего не вношу, как будто мне надо больше, 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 чтобы быть каким-то полезным, чтобы быть еще что-то. Вот если вы себе вот это вот улавливаете, ребята, начинайте работать над этим, потому что это очень важно. Это человек просто обесценивает себя, он абсолютно сам не видит, в первую очередь, сам для себя не видит свой же труд, и это касается всех абсолютно, не только девочек, но и мальчиков. Вообще, вот это просто из разряда того, что человек, ему кажется, что вот мне надо да, и зачастую у таких людей, которые пытаются много-много дать этому миру, чтобы наконец-то стать полезными, о какой-то отдаче вообще от мира, да, при этом хотя бы адекватной отдачи в виде какого-то ресурса, неважно, финансового или другого, речи не идет. И сам человек даже выстраивает свое взаимоотношения с миром путем того, что я даю до хрена, то есть я прям выматываюсь, выжимаю себя как лимончик, и при этом я не получаю в ответ ничего. Зачастую даже спасибо некоторые не получают, и это очень-очень сильно нас уничтожает. Это как раз-таки ведет тоже, как я в прошлом видео говорила, к такому состоянию, когда человек не чувствует себя именно полезным, да, не чувствует собственной вот какой-то вот, ну, даже не значимости от того, что я вообще даже сам для себя могу быть полезен, и очень часто, кстати, люди из-за таких состояний, что они не чувствуют, что вот я вот столько выжимаю, меня вот как лимон выжили, а в ответ я ничего не получил, да, вообще ничего, даже сраной шоколадки, даже сраного спасибо, вообще ничего. И из-за таких состояний очень часто люди уходят в запой. Это вот, знаете, проблема очень многих людей, которые каждую пятницу я в говно, которые закрывают вот этот вот недостаток в дофамине, а это дофамин, то есть когда дофамин это я работаю, что-то делаю, и потом в конце я что-то за это получаю, да, то есть я получаю конфетку, грубо говоря, и я достиг своей цели. Конечно, самое классное это когда само достижение цели тебе дает огромный, да, я молодец, я смог, все было классно, я вот добился чего-то, но такое даже, знаете, у людей, которые только дают, и вот дальше вот это все в ресурсе, да, они даже не замечают на то, а где, да, я вот достиг какой-то цели, и я даже не смог этой цели порадоваться, мне уже надо там еще, и всегда мало, да, и вот эта вот гора, то есть поднятие вверх в гору, оно бесконечное. И здесь надо начинать с малого, о том, о чем я говорила в предыдущем ролике, то есть это когда человеку надо начинать с того, что я молодец, я вот что-то сделал, пойду сам себя, не ждать, когда тебя кто-то погладит по головке, что-то тебе даст, там, спасибо скажет, еще что-то, да, а пойти и самому себя порадовать, самому себе сказать, я молодец, я вот что-то сделал, я там чего-то заслужил, и я сказала, это должно быть не алкогольное, потому что как раз-таки очень многие люди именно в алкоголе глушат вот этот момент, что я там всю неделю пахал, я там вот упарился, мне при этом ничего за это не перепало, да, даже вот спасибо сраного не перепало и прочее, я себя чувствую каким-то вот выжатым, ненужным, да, вот бесполезным, я иду и себя поощряю
как бы вот таким вот способом, то есть дешевым дофамином, который уничтожает меня, да, уничтожает мой мозг и так далее, дешевым дофамином для того, чтобы почувствовать себя просто после вот этой вот бутылки, грубо говоря, полезным. Это на уровне биохимии мозга. Вот, к сожалению, происходит, многие туда очень сильно уходят с головой. То же самое касается сигарет, которые тоже выделяют вот эти вот токсины, которые просто нам дают ощущение, мнимое ощущение того, что вот все хорошо, все в порядке, да, и так далее. Поэтому очень-очень много людей сидит на вот этих вот папиросах там и прочих зависимостях. Вот, ну, не считая там определенных веществ, там немного другая история, хотя тоже с этим немного связанная. Но мы с вами говорим не об этом, мы говорим о вообще ресурсе, да, о денежном мышлении, ресурсном мышлении, распределении, да, ресурсного мышления. Так вот, я уже сказала, да, цените свой труд, какой бы он ни был, не давайте никому его обесценить, не давайте никому обесценить то, что вы делаете, да, начинайте отстаивать. Зачастую есть такое, что просто так на ровном месте такие убеждения у человека, что я ничего не делаю, да, я там неэффективен, мне надо дать, потому что вот я не могу вот как-то вот этот вот свой внутренний момент закрыть, да, того, что, наверное, мало дал, наверное, надо больше, да, чтобы меня любили как-то, мне что-то там ценили и так далее. И вот я вот из кожи вон лезу, чтобы дать, и самому себя выжить как лимон. Вот это обычно просто так не вырастает. Где-то есть благодатная почва, то есть посмотрите вокруг вас, есть ли токсичные люди, токсичные начальники, кто-то, кто обесценивает ваш труд, который принимает это не то, что как должное, а еще и говорит: мало стараешься, давай еще, да, выжми себя по полной, то есть ты плохо стараешься, давай, вот, да, это вот как, знаете, ненасытный султан, который горшочек вари, да, вот этот вот момент только в роли горшочки вы. Вечный горшочек, который всегда должен варить, при этом он должен как бы никогда не уставать, да, и при этом ничего не получать. Это такая рабство 21 века, да, вот, где, знаете, как вот эти негры на плантациях пахали, при этом хорошо там корку хлеба кидали, и все, и на этом до свидания, да. То есть здесь вот посмотрите, если в вашем окружении кто-то, кто неосознанно, обычно люди не осознают этого момента, они не специально это обесценивают все, вот, они не осознают этого момента, просто вот невзначай как бы не видит этого, не замечает, а может где-то и тыкает. И смотрите, здесь еще обратная сторона такая, то есть пока вы не начнете сами вот это все ценить, свое собственное, да, то есть свой собственный вот этот внутренний момент того, что то, что я делаю, это все очень важно, то, что я делаю, это не просто так, да, это вот столько я всего сделал, я молодец и прочее, да, начнете ценить все, что вы делаете, и окружающие тоже начнут это ценить, это в моменте личной границы вы начнете выстраивать и начнете отстаивать это, допустим, говорить: я много делаю, я вот здесь делаю, я вот тут делаю, да, говорить: я молодец для других людей, то есть не позволять уже обесценивать вашу работу, вашу деятельность и так далее. И то есть начните уважать сами, научите уважать других, да, и уже в этом моменте вы почувствуете то, что вот этот вот момент даю-беру, он становится немного равноправным, то есть потому что раньше только от вас зависело, насколько вы даете и насколько вы берете, грубо говоря, да, от внешнего мира. Здесь тоже очень важно, и это основа тоже для того, чтобы и финансовым эквиваленте вот это простраивалось и в межличностном, и вообще в целом равноправный энергообмен между вами и миром, да, вот, потому что эти все вещи взаимосвязаны. То есть, да, это не только вот в плане там денежное мышление, но это в принципе структурное мышление. Дальше, насчет того, что я хочу.
вот этот момент, да, освещу еще. То есть здесь вам надо действительно рационализировать свои желания, начать разговаривать с собой в этом плане, начать себя слушать. И каждая покупка, да, а насколько мне она действительно нужна. То есть приоритеты. Есть такое понятие приоритеты. И я уже сказала, да, что раньше, ну, обычно, когда люди там экономят или что-то, они в приоритете ставят «я» последней буквой в алфавите. Есть такое, да. Вот здесь у нас задача как бы не только там вот выстроить план, грубо говоря, месячных трат там на коммуналка там то сё там 5-10, да, каких-то там, ну и где-то дать себе что-то, да, то, что я хочу. И вот здесь важно, то есть понять, а что я хочу больше всего, то есть что из моих хотелок сейчас для меня приоритетнее, да, удовлетворить, то есть какое желание для меня сейчас удовлетворить приоритетнее, допустим, я хочу на концерт, или я хочу, я не знаю, там, сходить в кино, или я хочу там шоколадку, или я хочу там в ресторане что-нибудь покушать, или еще что-то, то есть книжку какую-то там себе купить, или то, что я вот давно-давно хотела, но никак вот себе не позволяла, да, что вроде как это там бессмысленная трата денег, если так с рациональной точки зрения посмотреть, но вот это такая так хотелка, вот прям хотелка хотелок, да, и вот я вот действительно вот прямо ее сейчас хочу. И научиться чувствовать себя, это очень важно. На этом я, наверное, завершу сегодняшний ролик. Попрошу вас поставить лайк этому видео, вот, написать комментарий в поддержку для того, чтобы как можно большее количество людей его увидело, ну, а также поблагодарить меня за эту информацию. Таким образом вы поддержите мой канал, дадите ему продвижение, и я вам буду за это очень благодарна. Ну, а также не забывайте подписываться на телеграм-канал, там я выкладываю анонсы новых видео не только на ютубе, но и на бусте, анонсы прямых эфиров со мной. Кстати, ребятки, тут недавно у нас в Солнечном клубе прошел прямой эфир, и там даже я провела прямой эфир полностью с видео, то есть показала всем себя, мы 2 часа болтали с ребятами, они лицезрели меня, сказали, что им этот формат бесконечно зашел, делали мне кучу комплиментов, чему я очень рада, так что думаю, может быть, и начать что-то в новом формате, ну, в общем, мне понравилось, там дальше будет видно, присоединяйтесь, да, к Солнечному клубу. Также в Телеграме я выкладываю у себя короткие голосовые, то есть если мне что-то приходит с тонкого, я не всегда могу это осветить на Ютубе, не всегда это получается, поэтому где-то я оперативно записываю голосовые в Телеграм, таким образом держу вас в курсе и на связи. Ну, а у меня на сегодня все. Всех вас люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока.